Итак, здравствуйте, уважаемые участники рынка. Аркадий Романович на связи, автор торговой системы «Опережающий трейдер». И в этом полезном для вас видео я поделюсь тем, как консервативно входить в рынок. Вы очень часто задаете вопрос, особенно когда я делаю обзоры понедельно. Да, вы говорите о том, что, агрессивно-то понятно, да, лимитным ордером, а как консервативно входить в рынок, чтобы это было там наиболее надежно, допустим, или более уверенно входить. Итак, давайте возьмем, абсолютно любой пример, не имеет значения. Давайте мы возьмем, наверное, NZD-USD, который сейчас у меня открыт, это часовой график. Да, и алгоритм следующий, как это делаю я и мои студенты. Первое, мы определяемся со связкой таймфреймов. В данном случае мы берем связку M5, M15, либо H1, H4. Все зависит от того, что вам больше нравится, какой стиль трейдинга вам подходит более. Далее мы рисуем зоны покупки и зоны продаж, да, bid и ask, как угодно их называйте, зоны поддержки, сопротивления и так далее. Да. И третий важный момент, третий ключевой момент в том, что когда цена входит в зону, допустим, когда я говорю, вот зона у нас, да, или вот, давайте вот здесь на примере новозеландца сейчас. Смотрите, вот, допустим, сейчас цвет поменяю вот здесь. Допустим, вот цена в зоне, да, агрессивно как? Взял, нажал, купил, да? А как консервативно? Мы, допустим, берем, переходим на таймфрейм старшего масштаба, на H4, на более старший таймфрейм. Если мы здесь хотим купить, опять же таки, это никак не рекомендация, потому что я не планирую покупать новозеландский доллар. Вот. Соответственно, мы переходим на старший таймфрейм, в данном случае на H4, и ждем одного простого сигнала. Это базовый вариант, как мы принимаем решение, да? Новой цены закрытия. Все, чего мы ждем. Что значит новая цена закрытия? Допустим, у нас есть некие вот нисходящие свечи. Давайте я, наверное, красный возьму, чтобы картина была более такой естественной и живой. Да, вот смотрите, вот у нас рынок снижался, допустим, вошел в зону, да, причем этот сигнал должен быть именно в зоне, это самый базовый, самый простой сигнал, естественно, есть здесь хвостики. Допустим, вот тут и вот тут. Да, и вот, допустим, рынок снижается. Вот. И если я здесь увижу более высокую цену закрытия, то есть мне нужна свеча, которая следующая, да, или какая там будет по счету, которая закроется выше пика предыдущей свечи. То есть выше вот этого пика. И это будет новая цена закрытия, которая означает сигнал на покупку, да, консервативный вход в рынок с подтверждением. То есть вы здесь должны увидеть некую бычью силу, да, либо, если это происходит в зоне sell, медвежью силу. То есть более низкую цену закрытия. Это консервативный вариант для входа. Причем здесь не обязательно, чтобы вот именно такой сигнал был. Бывает часто, когда, вот, например, если вы посмотрите налево, посмотрите сюда, вот здесь, видите? То есть вот этот сигнал, он вот здесь, чуть выше зоны. Чуть-чуть, но слишком высоко я не рекомендую входить и работать. Да, вот у вас. То есть у вас здесь нет сигнала, да, по факту. Здесь нет, а вот на этой свече, вот это, видите, бычья, то есть новая цена закрытия. То есть новый high, новый close. Да, на старшем таймфрейме. И это сигнал на buy. Бум, buy, да. То же самое на sell. Цена входит сюда, либо цена входит сюда. В данном случае, конечно, мне приоритетно было бы продавать новозеландский доллар. Пока такой возможности нет. Вот сигнал, но это далеко от зоны. Мне не очень такие сигналы интересны, я их не принимаю. И, в принципе, вот, например, внизу, вот если вы посмотрите, где у меня еще одна зона, вот здесь, вот она. Видите, слева. То есть у нас есть нисходящее движение, мы вошли в зону, нет, здесь сигнала нет. И вот здесь, видите, новая цена закрытия, мы закрылись выше. Новый high, новый close. Бум. Это потенциальный бай. То есть это самый базовый, самый простой метод, как вы можете отфильтровать сделку, да, и сделать ваш вход наиболее качественным. Поэтому, если это видео для вас было полезно, подписывайтесь на канал, делитесь им обязательно с друзьями, пусть пользы будет больше, да, и не забывайте оставлять комментарии. Также под этим видео пишите вопросы, которые у вас возникают по техническому анализу, по психологии толпы. Все, всего доброго, пока!